Добрый день, уважаемые друзья! Я сердечно поздравляю с Днем работника культуры вас и всех ваших коллег, литераторов и музыкантов, художников и артистов, зодчих, сотрудников театров, музеев и библиотек. Этот праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере. Своим талантом, достижениями утверждает неприходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть и смысл отечественной культуры. Ее гуманистические и нравственные идеалы служат нерушимой связующей нитью для всех поколений просветителей и творцов. Поэтому мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры. Тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству, и тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве. Среди них солистка Мариинского театра Рената Мухамедовна Шакирова. Ее мастерство – это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии, и это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета. Уже в студенческие годы проявил великолепную технику и чувство стиля Иван Михайлович Никифорчин. Замечательный дирижер-универсал. Он создал камерный оркестр и хор, которые вошли в число лучших творческих коллективов страны. Стал самым молодым педагогом в истории кафедры оперно-симфонического дирижирования столичной консерватории. И по праву возглавил Московский государственный академический симфонический оркестр. Лауреатом премии молодым деятелем культуры стал директор Центра классической и традиционной архитектуры Алексей Михайлович Капустин. Он занимается сбережением и возрождением исторических центров российских городов и монастырских ансамблей. А истоком его успехов и преданности своему делу во многом служит семья. Алексей Михайлович – потомственный архитектор, представляющий уже четвертое поколение зодчих. Вклад высшей пробы внесли воспитание и развитие юных граждан России и сегодняшние лауреаты премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Директор издательства «Проспект» Леонид Владимирович Рожников создал серию «Книга в книге». Произведения классиков русской словесности здесь сопровождают подробные иллюстрированные комментарии, доступные для восприятия и интересные для молодых людей, для подрастающих поколений. Оригинальная подача материала отличает и авторский двухтомник Леонида Владимировича «История России», пересказанная для детей и взрослых. Иллюстрации, книжная графика стали делом всей жизни Ольги Ромуальдовны Ионайтис. На ее счету более 150 изданий, и каждая оформлена не только красиво, на высоком художественном уровне. Работы Ольги Ромуальдовны органичны замыслом авторов и тонкому чувству детской аудитории. Искренне рад видеть в числе лауреатов творческих руководителей ансамбля песни и пляски имени Локтева, балетмейстера Марину Игоревну Егорову, хормейстера Анну Владимировну Аверьяненко и художественного руководителя Леонида Михайловича Фраткина. Это колоссальная ответственность возглавлять такой легендарный коллектив. Дорогие друзья, вы блестяще справляетесь с этой задачей. Ансамбль был и остается дружной, большой семьей, выдающейся школой самореализации юных талантов. Ну, а звание Локтевец по-прежнему этим званием по-прежнему гордятся и им дорожат. Способность хранить традиции и насыщать их новым звучанием – это дар, отличающий всех по-настоящему творческих, талантливых людей. Каждый, кто присутствует в этом зале, в полной мере относится к их числу. Вы держите связь времен и поколений, наполняете атмосферу культурной среды светом своего вдохновения и созидания.
даете пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу. И, безусловно, достойны высокого признания государства и общества. Я сердечно поздравляю вас с заслуженным званием лауреатов и, безусловно, желаю новых успехов. Еще раз всего самого доброго. Указом президента Российской Федерации присуждены премии для молодых деятелей культуры за 2024 год и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры Капустину Алексею Михайловичу, директору проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас. Владимир Владимирович, хочу поблагодарить лично вас и Совет по культуре и искусству за столь высокую награду и оценку моего творчества. Отдельно хочу произнести слова благодарности моему наставнику и руководителю, ректору Московского архитектурного института Дмитрию Олеговичу Швидковскому, которому я обязан многим и который так много делает для развития и преемственности отечественной культуры. Конечно, я благодарен и семье, как вы, Владимир Владимирович, уже упомянули. Я архитектор в 4-м поколении, еще мой прадед Христофор Бутусов, прошедший Великую Отечественную войну от Сталинграда до Берлина, после победы поступил в МАРХИ и стал в итоге заслуженным архитектором РСФСР. По сей день каждый в нашей семье служил в профессии архитектора. Я рад, что именно то, что я делаю сегодня здесь, позволило мне стоять перед вами в Московском Кремле. А именно, это восстановление утраченных храмов, возрождение и развитие ансамблей Кремлей и монастырей, а также исторических центров городов России. Основой моего проектирования современной архитектуры также является академическая и художественная культура нашей страны. Я верю, что если мы откажемся от безликой, массовой, тиражируемой застройки, здания, которые сегодня по справедливости получили народные имена человейников и коробок, и возродим архитектуру и градостроительство как искусство, опирающееся на глубокие традиции отечественной культуры, то мы получим качественно новый импульс развития пространства нашей великой страны. С современной архитектурой, опирающейся на нашу культуру, с архитектурой, которой смогут гордиться потомки и которая достойно будет демонстрировать величие, ценности, культуру и характер нашей России. Эта награда для меня не только честь, но и ответственность. Я заверяю, что и дальше буду служить своей родине и своей профессии, ее традициям, а также посвящу свое творчество системе образования и воспитания новых кадров, которые и дальше будут служить развитию и процветанию России. Спасибо. За вклад в развитие отечественной музыкальной культуры Никифорчину Ивану Михайловичу, художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие дамы и господа, я имею огромную честь находиться сегодня в этом прекрасном зале в столь важный и значительный праздник для нас всех, такой как День работника культуры. Получив эту высокую награду, я, конечно, хочу сказать слова самой искренней признательности и благодарности, безусловно, Денису Леонидовичу Мацуеву, Владимиру Теодоровичу Спивакову и генеральному директору Московской государственной академической филармонии Алексею Алексеевичу Шалашову. Все эти люди, все эти выдающиеся музыканты сыграли огромную роль в моей творческой жизни. Кстати говоря, о Московской филармонии. Не так давно у меня был целый ряд концертов в филармонии 2, в концертном зале имени Сергея Васильевича Рахманинова. Если говорить про концертный зал имени Чайковского, который был построен в 30-х годах 20-го столетия, то, безусловно, он является гордостью и достоянием Москвы и всей России. А сейчас, пользуясь возможностью, я, конечно, хотел бы
от себя и от многих музыкантов лично поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за «Филармонию-2», поскольку это была исключительно ваша инициатива к реализации этого грандиозного проекта. И говорят, что именно вы предложили дать название этому концертному залу имени великого русского гения Сергея Рахманинова. Я могу сказать точно, что этот концертный зал один из самых лучших не только в России, но и во всем в мире. Совершенно уникальная акустика, которую еще стоит поискать в любом другом концертном зале. И могу твердо утверждать, что сегодня «Филармония-2» — это настоящий музыкальный творческий дом не только для музыкантов уже именитых, а также и для молодых, юных, только начинающих свой творческий путь. Также, пользуясь возможностью, конечно, я бы хотел поблагодарить и поздравить своих учителей и наставников, тех людей, которые воспитали меня, дали мне образование. И вы знаете, они сделали это качественно, на совесть. Безусловно, это Валерий Кузьмич Полянский и Юрий Борисович Абдоков. Спасибо вам огромное. А как результат их работы, мне кажется, что к 30 годам я являюсь художественным руководителем сразу 2 оркестров, один из которых это Московский государственный академический симфонический оркестр. Это один из ведущих симфонических коллективов нашей страны, который через несколько лет будет чествовать, праздновать свое 85-летие, и мы с оркестрантами и артистами уже активно готовимся к этой дате. А второй коллектив, он более юный, более молодой, но не менее целеустремленный и перспективный. Это симфонический оркестр Академия русской музыки, которую я создал в 2017 году, и с которой мы активно реализуем и трудимся на благо российского искусства. И я должен подчеркнуть, что все это стало возможным исключительно благодаря тем знаниям и образованию, которые дала мне моя страна. И в самом завершении своей речи я бы, конечно, хотел отойти в сторону семьи. Мне очень радостно, что сегодня в этом зале присутствует моя мама, мой папа, моя супруга, родители супруги. И всей такой замечательной, большой и дружной семьей для нас сегодняшний день станет настоящим чистым и светлым праздником. Спасибо большое. За сохранение и приумножение традиции отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства Шакировой Ренате Мухаметовне, артистке балета Государственного академического Мариинского театра. Уважаемый Владимир Владимирович, гости и экспертный совет, коллеги и друзья, для меня большая честь стоять сегодня перед вами и получать эту высокую награду. Это не только признание моих достижений, но и отражение усилий всех, кто меня поддерживал, моих педагогов, партнеров, коллектив Мариинского театра. Особую благодарность хочу выразить Валерию Бессаловичу Гергиеву, художественным руководителям Адриану Гурьевичу Фадееву и Светлане Юрьевне Захаровой за выдвижение моей кандидатуры. Это настоящие мастера, преданные искусству, и для меня настоящие вдохновители. Глубоко признательна моей альма-матер, Академии русского балета имени Вагановой. Хочу выделить моего педагога Удаленкову Татьяну Александровну, и в этом году она отмечает юбилей 90-летия. Я, конечно же, хочу сказать спасибо моей семье, моим близким за поддержку и веру. И от всей души благодарю за эту важную награду и за то, что искусство балета продолжает оставаться в центре внимания нашей страны. Я горжусь быть частью великого театра великой страны. Спасибо. Присуждены премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественного искусства иллюстрации детской книги Ионайтис Ольге Рамуальдовне, художнику-иллюстратору. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, позвольте поблагодарить вас за высокую награду. Это огромная честь для меня.
И я принимаю ее от лица всех тех, кто самоотверженно трудится, чтобы добрых, умных, красивых, хорошо изданных книг в нашей стране стало как можно больше. Я хотела бы сказать большое спасибо Марии Александровне Веденяпиной, директору Российской государственной детской библиотеки, за выдвижение и поддержку, и всему коллективу библиотеки за огромную работу, которую они ведут по поддержке детского чтения. Это выставки лучших образцов отечественной и зарубежной иллюстрации, конкурсы, творческие встречи, мастер-классы, спектакли и многое другое. Причем эта работа ведется не только в Москве, но и в различных регионах России, где у нас по-прежнему так много читающих и рисующих очень талантливых детей. Конечно, эта работа всего лишь часть большой заботы государства о программе развития чтения, детского чтения в стране. Кажется, что наконец появилось осознание того, что никакие гаджеты не способны заменить книгу, которая приглашает к сотворчеству, которая развивает фантазию и способствует формированию ярких самобытных личностей. Прекрасно, что в фокусе внимания правительства оказались писатели, художники, инженеры человеческих душ и, по сути, воспитатели наших будущих граждан. Прекрасно, что происходит реформация Союза писателей России, открываются новые прекрасные перспективы. Владимир Владимирович, спасибо, что благодаря вашей заботе и поддержке у молодых писателей и художников появляется возможность говорить с детьми о том мире, который сегодня существует вокруг них, писать новые книги, делать новые иллюстрации. А у людей постарше, вроде меня, продолжать работать на благо нашей отечественной литературы. Я хотела бы сказать слова благодарности ведущим книжным издательствам страны, АСТ «Малыш», «Росмен», «Лабиринт Пресс» за то, что мне в течение долгих лет давали возможность рисовать именно те книги, которые мне хотелось. Журнал «Детская роман-газета» за многолетнюю дружбу, поддержку и 30-летнее сотрудничество. Ассоциацию «Растим читателя», Российский фонд культуры, Российскую академию художеств, Союз художников России, Московский союз художников и Ассоциацию художников города Мытищи и своих коллег за поддержку и дружеское участие. И в завершении я хотела бы сказать огромное спасибо своей семье, большой дружной семье и в первую очередь мужу, без любви и поддержки которого я бы вообще ничего не нарисовала. Спасибо большое. За вклад в развитие отечественной литературы для детей и юношества, просветительскую деятельность Рожникову Леониду Владимировичу, писателю, генеральному директору издательства «Проспект». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, друзья, для меня огромная честь быть удостоенным данной премии, которую я рассматриваю как определенный кредит доверия для своей дальнейшей работы. Находясь здесь, я в первую очередь хотел бы поблагодарить тех, без кого мои книги не были бы написаны, своих учителей, выдающегося юриста Кантемира Николаевича Гусова и выдающегося историка Александра Сергеевича Орлова. Хотел бы поблагодарить свою матушку за все сразу и своих детей, за чей любопытный, пока еще непосредственный взгляд на этот мир мне помогал в работе. Несколько слов о самих книгах. Они все так или иначе посвящены российской истории и российской культуре. Это сложные, многоплановые, объемные понятия, но за ними стоят реальные люди, великие, невеликие. И именно люди творят историю. Мы сейчас наблюдаем этот процесс, когда, казалось бы, так называемые простые люди, еще вчера не помышлявшие о подвигах, становятся героями. Мы все этому свидетели. Учитывая тысячелетнюю историю России, выбрать главного героя, а все равно так устроено, что нам нужен главный герой, нужен самый-самый, нужен лидер непререкаемый. Так вот, выбрать главного героя чрезвычайно сложно. И все мы разные, у каждого свои представления о том, кто более матери истории ценен. Однако есть одно имя, которое из великого списка наших гениев, полководцев, воинов, нас всех все равно объединяет. Я говорю, конечно, об Александре Сергеевиче Пушкине.
И вы знаете, то, что нашим главным национальным героям, а если взять все улицы, памятники, музеи, названные в честь Александра Сергеевича, становится ясно, что не я один так думаю. То, что нашим главным национальным героем является поэт, гениальный потомок африканского вождя, призывавший нас к добру и милосердию, на мой взгляд, это важнейшая характеристика нашего великого народа. Народа, который победить невозможно. И, если можно, два слова еще, как уже не как писатель, а как издатель, книгопродавец. Для меня и моих коллег книги – это бизнес. И зачастую у нас действуют такие же законы рынка, как и везде. И зачастую на книжных полках можно увидеть продукцию, ну, скажем так, не блестящего качества, не первой свежести, как говорил классик, но приносящую прибыль. Как бизнесмен я понимаю этот подход, но как у гражданина он меня вызывает отторжение. Это неправильно. Отдельные более это книжные магазины. Тут тоже действуют законы рынка, и, конечно, им сейчас приходится непросто. Но надо помнить, что это не просто магазины, не просто торговые точки. Это центр культуры, это культура и есть. И, пользуясь случаем, я, Владимир Владимирович, хотел бы попросить, может быть, подумать о разработке комплекса мер, который помог бы, сделал бы выгодным печать именно качественных книг, особенно детских, и помог бы магазинам справляться с арендными платежами, чтобы они не перепрофилировались и не закрывались. То, что государство возвращается к литературе, к книгам, к чтению, на мой взгляд, это абсолютно правильно, потому что нельзя оставлять такую важнейшую отрасль на откуп нашим оппонентам. Важнейшую не с точки зрения финансов, а с точки зрения воздействия на умы и на сознание людей. А если будет внимание государства, будет поддержка, будут хорошие магазины, там обязательно будут хорошие книги, это мы гарантируем. Спасибо. За вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения Фраткину Леониду Михайловичу, художественному руководителю ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева. Дорогие друзья, для нас сегодня абсолютно замечательный день. Не скрою, он очень волнительный, потому что та высокая награда, которую мы сегодня получаем, это не только награда вот нас троих, у кого есть, вот кому сегодня так повезло находиться здесь. Это награда нас всех, а это гигантский коллектив, это наши потрясающие дети, потрясающие педагоги и родители, потому что родители приводят своих детей к нам. И я им очень благодарен, потому что они не смотрят на свой график, их график полностью принадлежит ансамблю Локтева. И в этом наша большая сила. Поэтому с величайшей радостью говорю о том, что я горжусь своим замечательным сообществом, очень его люблю. И буквально еще одно слово, с вашего позволения. Вот мой замечательный молодой коллега Иван Никифорович сейчас сказал о филармонии. Я хочу немножко развить эту тему следующим образом, потому что когда я вижу афиши, которые сейчас на концертных залах Москвы, это вызывает восхищение. Потому что не только московские коллективы, но и коллективы из регионов, коллективы из многих городов нашей прекрасной страны. И вот в этой связи у меня просьба, Владимир Владимирович, возможно ли поручение для Минкульта, потому что наши дети с удовольствием поедут по любым городам нашей великой страны. Вот я понял. Спасибо большое. Егоровой Марине Игоревне, главному балетмейстеру ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева. Аверьяненко Анне Владимировне, главному хормейстеру ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этими наградами.
заслуженным лауреатством. Я обратил внимание, ну, собственно говоря, в таких случаях, как правило, говорят о своих наставниках, о тех, кто сделал человека таким, каким он есть, способствовал достижению высоких результатов. Вот один из лауреатов сказал о том, что все преподаватели его работали над ним, как над творческой личностью, основательно. Но также основательно, дорогие друзья, потом и вы работаете, как тоже было сказано, как инженеры человеческих душ, для того, чтобы мы все росли и становились людьми и творческими, и самобытными, и интересными, патриотами. И это тоже прозвучало. Я хочу вас за это поблагодарить и пожелать вам самого доброго, новых успехов. Благодарю вас за то, что уже сделано, и выражаю надежду на то, что будет сделано еще больше. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. И с вашего разрешения лауреатов заберу на 2 минутки. Вот. Спасибо.